Привет всем! В этом видео я покажу, как подключать контроллеры для мотор-колес. Вот я купил себе мотор-колесо, буду устанавливать его на свой велосипед. И пока есть время, я решил заснять, показать, как все подключается, соединяется. Потому что, например, кто первый раз видит вот такое большое количество проводов, то можно в ступор впасть и вообще побояться все это дело подключать. А я сейчас покажу, как это все делается просто. Вот, например, это маленький контроллер на 350 ватт, либо контроллер вот у меня побольше на 1,5 киловатта. У них все подключается одинаково. То есть могут фишечки на проводах быть разные, но в основном принцип подключения одинаковый. Для примера я сейчас вот покажу, как разобраться вообще в этих проводах. Вот так мы их можем разделить. Вот мы видим, это толстые провода силовые, а вот это тоненькие провода сигнальные. И так же самое это в любых контроллерах. Вот мы берем контроллер на 1,5 киловатта. Вот у нас так же самое вверху провода силовые, а внизу сигнальные. Сигнальные они не все пригодятся. Может даже большая половина вам и не пригодится. И сейчас я покажу, как это все дело подключить. Вот. Идентично в принципе подключается. Вот у нас мотор-колесо трехфазное, это у меня безредукторное. Что с него выходит? Три провода, три фазы, вот, по цветам желтый, зеленый, синий. И здесь 5 проводов, это датчик холла. Датчик холла здесь также 3 провода идет, вот, сигнальных. Также само по цветам желтый, зеленый и синий. И красные и черные провода это для питания датчика холла. И также само мы берем контроллер и смотрим, что у нас здесь за провода. Вот у нас силовые. Красный и черный провод это у нас идут на аккумулятор. Красный плюс, черный минус. У меня аккумулятора пока нет, я его буду собирать. Дальше я засниму процесс сборки аккумулятора, пока мы подключим к блоку питания. На 48 вольт блок питания, колесо на 48 вольт. Контроллер от 48 до 72 вольт. Так что там покажется мало мощности, можно поставить аккумулятор побольше. И будет у нас мощнее колесо. В общем, два провода плюс-минус на аккумулятор. Вот этот красный тоненький провод, он рядом обычно идет. Это для включения контроллера. То есть мы подаем плюс на него, контроллер работает. Плюс убираем, контроллер отключается. Вот этот провод можно через выключатель пустить, можно через замок зажигания. Есть ручки газа с замком зажигания. То есть вот этот провод идет через выключатель, отключает контроллер. Так же само и на вот этом. Вот у нас красный плюс, черный минус. И тоненький красный это идет на замок зажигания, либо на кнопочку. И вот три толстых провода. Это идут у нас по цветам на мотор. Так же само мы подключаем, чтобы цвета совпадали. У меня пока трехфазной клеммной коробочки нет. Я ее потом куплю уже при установке. Пока винтиками просто соберу. Подключаем синий к синему. Желтый мы подключаем к желтому. Так же само. И зеленый к зеленому. Дальше нам нужно будет подключить датчик холла. Также среди сигнальных проводов есть вот у нас это датчик холла. Фишечки в основном совпадают. То есть на датчиках холла ставятся у нас одинаковые разъемчики. Даже вот большой контроллер и маленький. Вот у них одинаковые. То есть совпадают обычно. Это на курок газа обычно разные. А на датчик холла. Вот, разъемчик совпал, подключили, все готово. Так же самое здесь. Два провода идут на питание и три сигнальных. Что у нас еще здесь есть? Нам нужно подключить к контроллеру курок газа. Курок газа, вот я взял для примера обычный курок с вольтметром. Можно взять ручку газа, как на мотоцикле. Ну, я взял такой, она поменьше. Ручка газа подключается. Красный плюс, черный минус. И зеленый это сигнальный. Находим среди вот этого жгута проводов такие же проводки. Вот я нашел. Черный минус, красный плюс, зеленый сигнальный. Это здесь у нас идет 5 вольт.
черный минус 5 вольт, красный плюс 5 вольт и зеленый сигнальный там от 0,9 сигнал идет до 5 вольт поднимается. То есть вы с помощью курка газа регулируете напряжение на зеленом проводе и в зависимости уже будет регулироваться контроллером газ. Но обычно вот я смотрю, что не совпадают. Фишечки просто не подключаются, потому что у разных продавцов покупается это все дело. И поэтому разные стоят фишечки. Но это не беда, просто снимаем вот эту фишечку и подключаем. Либо можно просто обрезать провода, спаять их вместе, если вы уже стационарно все ставите. Я сейчас разберу вот эту фишечку. Вот я вытащил контакты. И по цветам также мы их соединяем. Вот я включаю черный к черному, зеленый к зеленому и красный к красному. Готово. Подключили желтый провод, это у нас плюс идет на вольтметр. То есть мы потом можем вот так подключить к любому плюсовому проводу. Обычно подключается к вот этому сигнальному, который включает контроллер вот так вместе и будет показывать напряжение аккумулятора. Вот с подключением основные контакты я подключил. И уже для работы мотора уже в принципе все готово. Сейчас мы подадим питание и протестируем. Смотрим, чтобы нигде ничего не замкнуло. И также нам красный понадобится. Мы когда его к красному будем подключать, у нас будет включаться контроллер. Вот мы подали питание. Все подключено у нас. Теперь, чтобы у нас все заработало, все включилось, нам нужно будет на вот этот красный провод подать плюс. Вот мы подаем. И у нас контроллер включился. Теперь курком газа нажимаем. И у нас начинает вращаться мотор-колесо. И я смотрю, что оно вращается в обратную сторону. Оно должно крутиться в эту сторону, но крутится в противоположную. Чтобы обучить контроллер, вот у нас два провода есть. Они белого цвета и с черными фишечками. Чтобы обучить его, мы просто замыкаем вот так вместе. И колесо начинает вращаться в нужную нам сторону. Размыкаем теперь провода и пробуем курком газа. И у нас уже колесо начинает вращаться правильно. Вот у нас максимальная скорость. Выключили. Что у нас здесь еще есть за другие провода? Тут нужно будет смотреть, разбираться. Ну, вот эти два, это для обучения контроллера. С ними все понятно. При замыкании у нас начинает вращаться в противоположную сторону колесо. Еще у нас есть оранжевый провод. Это у нас круиз-контроль. Чтобы постоянно не держать курок газа, не газовать, можем скорость зафиксировать выбранную. Для этого вот этот оранжевый провод нужно замкнуть на минус. Минус у нас вот черный есть, может корпус быть. А может быть вот этот черный провод вот идет вот этот. Либо можно какой-нибудь взять другой. Например, с тормоза черный тоже минус. И если мы замыкаем при определенной скорости, то у нас она фиксируется. Сейчас я продемонстрирую, как это работает. Вот мы едем. Разогнались, например, на вот такую скорость. Чтобы скорость зафиксировать, мы касаемся минус, замыкаем контакт. Не постоянно, а просто замкнули и разомкнули. Вот, пробуем. Отпускаю ручку газа. И у нас скорость зафиксировалась. И крутится колесо постоянно, даже если мы не газуем. Чтобы отключить, мы опять на минус нажимаем без фиксации. Либо можно газануть ручкой газа сильнее, чем мы ехали раньше. Вот мы выключили, включаем опять. Вот, скорость зафиксировалась, мы едем. Если хотим отключить, газанули, и круиз-контроль у нас отключился. Еще у нас есть вот такой вот разъемчик с тремя проводами. Это типа коробки передач. Это у нас ограничивает скорость максимальную.
И есть режим экономной езды, то есть там маленькая скорость. Если мы его не используем, вообще ничего не подключаем, это у нас средняя скорость. То есть вот мы газуем, это у нас средняя скорость. И также есть максимальная. Как это работает, фишечка? Вот у нас черный провод, и на него нам нужно будет замыкать либо синий, либо коричневый. Либо вообще ничего не замыкать. Вот у нас отключено. Это у нас сейчас средняя скорость. Вот я сейчас продемонстрирую, как это работает. С черным проводом замыкаем либо синий, либо коричневый. Замкнем сначала синий. Не, давайте коричневый. Вот они рядом. Газуем. То есть это у нас средняя скорость. Замыкаем. Колесо начинает вращаться медленнее. Увеличится скорость. Уменьшается. А если мы замыкаем черный и синий, это у нас будет максимальная скорость. Вот мы замыкаем, и колесо начинает вот вращаться быстрее. Замыкаем. Вот у нас максимальная скорость. То есть мы ставим сюда переключатель и выбираем положение. Средняя, минимальная скорость и максимальная. По умолчанию у нас будет средняя. Уже после того, как мы соберем велосипед, я тогда покажу, насколько отличаются скоростя, если мы будем использовать вот этот переключатель. И оставшиеся провода, сейчас я расскажу про то, что я смог разобраться. Некоторые я не распознал. Но вот этот, например, два провода, черный и белый. Сюда у нас подключается ручка тормоза. То есть там должна быть какая-то кнопочка, концевичок, который будет замыкать вот эти два контакта. Черный это минус. Бывают контроллеры с одним проводом. Вот минуса не будет, будет только один провод. Его нужно на массу замыкать на минус. Но тут уже выведено два провода. Вот сейчас я покажу. То есть мы едем. Вот, крутится у нас. Эти пинцетом буду замыкать. Вот мы едем. И замыкаем вот эти два контакта. И колесо у нас останавливается, перестает крутиться. То есть когда мы нажали ручку тормоза. Отпускаем. Колесо продолжает крутиться. То есть это ставится на ручку тормоза. Так же само это у нас вот этот желтый провод. Он один идет. То же самое, только плюс. Это у нас на минус замыкается. А вот этот желтый нужно, если замкнуть на плюс, то у нас так же самое произойдет. Но мне неудобно это делать. То есть сюда подаем плюс, мотор, колесо останавливается. Вот это два провода. Сюда постоянно подается 48 вольт с аккумулятора. То есть даже выключено у нас вот этот красный проводок, либо включенный, всегда идет 48 вольт. Его можно использовать, ну как написано в описании продавца, то есть это идет на сигнализацию. Либо можно подключить какое-то другое устройство, можно там через преобразователь понизить напряжение, подключить фару, либо какое-то другое оборудование, там сигнал. То есть сюда просто всегда подается питание 48 вольт. Вот эти два провода вот у нас. Это задний ход. Если вы, например, будете, если велосипед задний ход вам не нужно, например, это у вас какое-то трехколесное будет транспортное средство, трицикл, то вам понадобится задний ход. Если замкнуть вот эти два провода и нажать ручку газа, то колесо будет вращаться в обратную сторону. Вот у меня сейчас вперед крутится. Я замыкаю два контакта. Вот так. Замкнул. Колесо вращается в обратную сторону. То есть можно поставить какую-то кнопочку и будет задний ход. Вот это для заднего хода. Вот эта фишка тоже для сигнализации написана. Там какое-то напряжение небольшое идет. Там 3,5 вольта. Может для каких-то датчиков. В общем, я не знаю. Нигде не указана информация. Но написано, что для сигнализации. И что у нас тут остается? Вот, кстати, вот эти провода я не разобрался. Эти разобрался. Вот это непонятно. То есть разная информация. Может там дисплей какой-то подключается. Может еще что-то. Но они нигде не подписаны и не используются. Но особо нам больше уже ничего не надо. Адаптация есть, сигнализация есть, задний ход есть, тормоз есть. Больше нам, я думаю, ничего не надо.